Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 100 интересных фактов о крушении Титаника. Надеюсь, его просмотр будет вам не только интересен, но и полезен. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления, и при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. А если это видео вам понравится, просим поставить лайк после просмотра. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. Трагедия, унесшая 1500 жизней в ледяных водах Северной Атлантики, до сих пор вдохновляет историков, исследователей и деятелей культуры. Нет ничего более трогательного, поразительного и поучительного, чем реальные факты о событиях, особенно после происшествия в июне 2023 года, когда так неожиданно погибли 5 человек на борту батискафа «Титан». Мы решили выяснить, что правда, а что ложь, о самом известном в мире кораблекрушении. Из этого видео вы почерпнете знания о том, почему реабилитируется первый помощник и владелец судна, историческую роль которых исказили в сценарии фильма «Титаник» 1997 года ради красного словца. На самом деле первый помощник до самой гибели предпринимал все возможные меры по спасению пассажиров. И еще вас ждет рассказ о темнокожей семье, оставшейся без отца, о 8 выживших китайских пассажирах, которые подверглись настоящей травле общества начала 20 века. Почему 110 лет спустя произошла новая трагедия, наверное, время покажет. 1. Строительство «Титаника» началось в декабре 1909 года. К моменту его официального завершения, в 1912 году, общая стоимость корабля составляла около $7,5 миллиона. В сегодняшних долларах это более 400 миллионов. 2. На борту «Титаника» было не менее 12 собак. Большинство из них содержались в первоклассном питомнике. Судовой плотник отвечал за то, чтобы выводить собак на прогулку и в туалет. Поскольку большинство этих питомцев принадлежали пассажирам первого класса, за ними, как говорят, очень хорошо ухаживали. На 15 апреля, день, когда затонул корабль, была даже запланирована выставка собак. Только 3 собаки пережили трагедию, 2 шпица и пекинес, и только потому, что они были достаточно малы, чтобы их можно было незаметно пронести на спасательную шлюпку. 3. Фредерик Флит. Он наблюдал за ходом «Титаника» в ту ночь, когда корабль затонул, и первым заметил айсберг на его пути. Описание Флита: темный объект, высоко над водой, прямо по курсу. По его словам, его первые попытки сообщить о наблюдении остались без ответа. К тому времени, когда его сообщения были наконец получены, всего за минуту до столкновения с айсбергом, было уже слишком поздно. В ту ночь, когда он сидел в спасательной шлюпке и смотрел, как корабль тонет, он якобы выразил опасение, что его обвинят в трагедии. Оно было в некоторой степени обосновано. Официальное расследование оспорит предоставленную им хронологию событий. Фредерик Флит провел оставшиеся 53 года своей жизни, терзаемый чувством вины. Какой-то шутник оставил у памятника Фредерика Флита, одного из наблюдателей, бинокль с запиской «Прости, что принес его тебе на 100 лет позже». Флит был наблюдателем, выкрикнувшим слова, которые быстро стали известными: «Айсберг прямо по курсу». Он пережил крушение, но покончил жизнь самоубийством в 1965 году, сразу после смерти своей жены. 4. Возможно, вы помните Брюса Исмея по фильму «Титаник» 1997 года. Если нет, события таковы: он был эгоистичным идиотом, владельцем судна и управляющим директором компании White Star Line. Он, желая попасть в заголовки газет, хотел прибыть в Нью-Йорк раньше срока. Под его давлением капитан увеличил скорость до небезопасных показателей, и это привело к столкновению судна с айсбергом.
Затем, проявив трусость, он украл место в спасательной шлюпке у другого пассажира и скрылся в ночи, в то время как более 1500 человек погибли в катастрофе, в создании которой он принял непосредственное участие. Оказывается, ничего этого на самом деле не было. Это все выдумка создателей фильма. Мы все знаем, что сюжет фильма «Титаник» был вымыслом, но вымысел может быть весьма подлым, когда вы берете за основу своих персонажей реальных людей. Неудивительно, что дочь, сын и внук Брюса Исмея открыто оспаривают его образ в фильме и стремятся реабилитировать своего родственника перед зрителями. Итак, а какова правда о поведении Исмея в ту роковую ночь? Во-первых, у него не было власти над экипажем корабля, потому что у него не было официальных полномочий. Он плыл как обычный пассажир. По словам очевидцев и согласно официальному расследованию, Исмей провел не менее часа, помогая погрузить пассажиров в спасательные шлюпки. Многие из них позже свидетельствовали, что он действительно им помогал. Затем, определив, что женщин и детей больше нет, он спонтанно принял решение сам сесть в спасательную шлюпку. При этом он не занял место, чтобы спасти себя. На самом деле многие лодки отплыли полупустыми, не загруженными до предела нормы. Однако Исмей имел право голоса в том, сколько спасательных шлюпок должно было быть на корабле. В итоге «Титаник» отправился в плавание всего с 20 спасательными лодками, потому что 64 шлюпки, необходимые для комфортной перевозки всех пассажиров и экипажа, слишком загромоздили бы корабль. После трагедии Брюс Исмей ушел из компании White Star Line и остаток своей жизни прожил вдали от глаз общественности. Умер он 17 октября 1937 года. 5. Уоллес Хартли, капельмейстер «Титаника». Да, тот самый, он, по словам выживших очевидцев, играл на палубе, среди перепуганных толп пассажиров со своим квинтетом, когда корабль тонул. Оркестр корабля играл музыку до самого конца, чтобы успокоить пассажиров. Их называли героями. По данным BBC, они продолжали играть больше 2 часов после столкновения с айсбергом. Предположительно, музыканты играли веселые рэктаймы и вальсы, которые они обычно исполняли пассажирам первого класса. 6. Настоящая скрипка Уоллеса Хартли. Тело Уоллеса было найдено в водах Атлантики через несколько дней после трагедии, а его скрипка в футляре была привязана к его спине. На нижней части инструмента есть надпись «Для Уоллеса по случаю нашей помолвки. От Марии». Скрипка была возвращена Марии, которая в то время все еще была его невестой. Инструмент позже был пожертвован протестантской христианской церкви, армии спасения. В 2006 году музыкальный инструмент вновь обнаружили на чердаке в Великобритании, где он долго пылился. В 2013 году скрипка была продана за $1,7 миллиона. 7. Единственное известное письмо, которое скрипач Уоллес Хартли написал на борту «Титаника». Оно написано на официальном бланке «Титаник». В письме, адресованном его родителям, говорится: «Просто хочу сказать, что мы нормально доехали. Была небольшая спешка, но я уже немного освоился. Это прекрасный корабль, в него должно быть вложили много денег. Я очень скучал по дому, и было бы здорово увидеть вас всех, хотя бы на час-другой, но я не смог вырваться. У нас прекрасный оркестр. Мне пришлось купить немного белья, и сегодня я отправил свою одежду домой по почте. Вероятно, я вернусь в воскресенье утром. Мы должны приплыть в субботу. Я рад, что мамина нога поправилась. С любовью ко всем, Уоллес». Письмо также было выставлено на аукцион в 2013 году и продано за $154 974. 8. Жозеф Филипп Лемерси Лараш был единственным темнокожим пассажиром, погибшим во время крушения «Титаника». Кроме того, он и 2 его дочери, Симона и Луиза Лараш, были единственными 3 чернокожими пассажирами на всем корабле. Родившийся и выросший на Гаити, Лараш переехал во Францию в возрасте 15 лет, чтобы изучать инженерное дело. Там он познакомился со своей женой Жюльеттой Мари Луизой Лафарг. У них появилось 2 детей,
Симона и Луиза. Джозеф, который не смог найти работу инженером в Париже из-за расизма и предубеждений, решил вернуться на Гаити, где, по его мнению, люди его профессии были крайне необходимы. Эти факторы, а также тот факт, что Жульетта была беременна их третьим ребенком, побудили их купить билеты второго класса и отправиться в роковое морское путешествие в Нью-Йорк. Ранним утром 15 апреля, после того, как «Титаник» столкнулся с айсбергом и стало ясно, что корабль тонет, Жозеф Ларош действовал быстро и решительно. В их каюте он набил карманы пальто деньгами и драгоценностями, после чего отвел семью на палубу корабля. Сопроводив их к открытой спасательной шлюпке, Джозеф взял свою куртку, завернул в нее Джульетту и сказал: «Вот, возьми. Вам это понадобится. Я постараюсь попасть в другую лодку. Бог с тобой. Увидимся в Нью-Йорке». Это последние слова, которые он сказал своей семье. 9. Первый помощник Уильям Мёрдок. Он был еще одним реальным человеком, которого негативно изобразили в фильме «Титаник» 1997 года. По сюжету он был членом экипажа, который принял взятку от пассажира за место в спасательной шлюпке, а позже застрелил паникующего, прежде чем повернуть дуло на себя. По словам выживших очевидцев, Мёрдок на самом деле не оставлял попыток спасти корабль, и когда стало ясно, что судно обречено, попытался погрузить как можно больше пассажиров в спасательные шлюпки. В Шотландии, откуда родом Мёрдок, его прославляют как героя за его поведение в ту трагическую, полную хаоса ночь. Многие выжившие утверждают, что видели, как член экипажа застрелился, но установить личность этого человека невозможно, хотя, судя по имеющейся информации, маловероятно, что это был Мёрдок. Жители Далбити, Шотландия, родного города Мёрдока, вместе с его племянником потребовали извинений от Джеймса Кэмерона. 10. Эти карманные часы были найдены у погибшего стюарда по имени Сидни Сидунари. Они остановились ровно в 1:50 ночи, чуть более, чем через 2 часа после того, как «Титаник» столкнулся с айсбергом, и за полчаса до того, как он исчез под поверхностью океана. Вместе с этими часами у Сидунари также был ключ от шкафа со спасательными жилетами. Когда его видели в последний раз, он раздавал жилеты пассажирам третьего класса на нижней палубе. 11. На борту «Титаника» было 8 китайских пассажиров. Когда он отправлялся из Саутгемптона, Англия, 6 пережили трагедию. Фанг Ланг, один из выживших, чуть не замерз, цепляясь за дверь в ледяной воде в ожидании помощи. В конце концов его подобрала единственная спасательная шлюпка, повернувшая обратно на поиски выживших момент, который был воссоздан в одной из удаленных из фильма сцен в версии 1997 года. Имена 8 пассажиров увековечены на этом билете третьего класса. Считается, что эти люди были опытными моряками и путешествовали через Атлантику в поисках работы на Карибах. 12. Для 6 выживших Линг Хи, Фан Ланга, Ли Бинга, А. Лама, Чан Чипа и Чунг Фу гибель «Титаника» станет лишь началом их борьбы. Основанный на расизме, сейчас осуждаемый американский закон об исключении китайцев из общества, который запрещал китайским рабочим въезд в Соединенные Штаты, полностью вступил в силу в 1912 году, он не был отменен до 1943 года. Поэтому по прибытии в Нью-Йорк они были доставлены на остров Элис, а затем быстро отправлены на Кубу. Для сведения, каждому второму выжившему пассажиру «Титаника» было разрешено не посещать остров Элис, где располагался пункт приема иммигрантов, иммиграционная служба США. Они также подвергались критике со стороны СМИ, поддерживающих расизм, которые называли их тварями и изображали трусливыми. Различные газеты распространяли ложь о том, как они вообще попали в спасательные шлюпки. Одна обвиняла их в том, что они прятались под сиденьями, а другая утверждала, что они одевались как женщины, чтобы обмануть команду и заставить ее отдать им предпочтение в спасении. Тем, кому интересно узнать больше об историях этих людей, следует посмотреть получивший признание критиков документальный фильм «6».
На фото слева направо изображены Линг Хи, Фанг Ланг, Ли Бин и А Лам. 13. Считается, что эта фотография айсберга была сделана 16 апреля 1912 года с палубы СС «Принц Адалберт». На протяжении долгого времени эта фотография везде демонстрировалась публике как снимок, на котором запечатлен айсберг, потопивший «Титаник». Фото было сделано одним из пассажиров корабля СС «Принц Адалберт», который в момент аварии находился недалеко от места крушения. Однако в последние годы исследователи решили проверить обоснованность этих утверждений, и в конечном итоге было установлено, что поскольку СС «Принц Адалберт» двигался севернее места столкновения, а айсберг «Титаника» должен был дрейфовать в противоположном направлении, это не мог быть тот самый айсберг. Полоса краски, которую пассажиры видели в тот день, вероятно, была оптической иллюзией, вызванной отражением Солнца от поверхности льда, или, возможно, чем-то другим. 14. Эта фотография была сделана с палубы теплохода «Карпатия», который направился прямо к месту столкновения через 2 часа после того, как «Титаник» затонул, для поиска выживших. Хотя мы, возможно, никогда не узнаем наверняка, но на этом фото гораздо выше вероятность того, что на изображении именно тот самый айсберг, ответственный за трагедию. 15. Вот еще одно фото с Карпатии. На этот раз спасательная шлюпка приближается к кораблю. Хотя на «Титанике» изначально не было достаточного количества спасательных шлюпок, многие из них были загружены только наполовину, а иногда и меньше. Многие пассажиры считали, что безопаснее оставаться на тонущем корабле, чем садиться в спасательную шлюпку, ошибочно полагая, что «Титаник», даже сильно поврежденный, останется на плаву в течение долгого времени. 16. Ричард Норрис Уильямс выжил на «Титанике», а затем стал чемпионом Уимблдона и олимпийским золотым медалистом. И все благодаря его категорическому отказу ампутировать обе ноги на борту «Карпатии», он был обморожен после 6-часового пребывания в ледяной воде. 17. В течение следующих 73 лет новых сведений о «Титанике» не было, пока в начале 1980-х отставной морской офицер и профессор океанографии по имени Роберт Баллард не объявил, что начнет поиски обломков, которые он и обнаружил в 1985 году. Только годы спустя Баллард раскрыл истинную цель этой экспедиции. Военно-морской флот попросил Балларда найти 2 потерянные атомные подводные лодки, Ас-Трэшер и Ас-Скорпион, и заявить, что он ищет «Титаник» в качестве прикрытия для этой сверхсекретной миссии. Военно-морской флот никак не ожидал, что Баллард на самом деле найдет «Титаник», военным было все равно, нашел он его или нет, ведь в конце концов он нашел все 3 затонувших объекта. 18. Во время исследования обломков «Титаника» в 1986 году эти тарелки были замечены лежащими на дне океана в таком наводящем жуть порядке. Считается, что деревянный шкаф, в котором они находились, сгнил. 19. Некоторые из этих блюд были восстановлены и выставлены на выставке «Титаник», артефакт в 2010 году. Вот те же блюда, которые выглядят почти как новые. 20. Обломки «Титаника» быстро исчезают, и исследователи полагают, что примерно через 20-30 лет они исчезнут полностью. Почему? В 2010 году более тщательный анализ некоторых, ранее собранных образцов выявил совершенно новый вид поедающих ржавчину бактерий, метко названный Холомонес Титаника. Они пируют на останках культового корабля. В 2019 году обломки посетили впервые за 14 лет, и от чуда. Многие части корабля, которые когда-то были целыми, например, каюты офицеров, полностью обрушились. Впервые водолазы нашли обломки «Титаника» в 1985 году. Затем была экспедиция 1997 года, тогда же появился знаменитый фильм Кэмерона. Новые исследования проводятся спустя 14 лет с момента, после последней экспедиции на «Титаник». Теперь в распоряжении исследователей мощные подводные камеры, способные делать фотографии в разрешении 4К.
Новые погружения обнаружили, что останки корабля находятся в критическом состоянии. Водолазы, спустившиеся на глубину 4 километров, обнаружили частичное обрушение корпуса корабля. Соляная коррозия и бактерии продолжают разрушать лежащие на дне фрагменты лайнера. По сообщению исследовательской компании Caladon Oceanic, которая проводит эти изыскания, дайверы обнаружили, что корпус рядом с офицерскими каютами, по правому борту корабля, где находились самые роскошные каюты, начал разрушаться. Сверхчеткие фотографии 2019 года показывают, насколько серьезны разрушения, возникшие в результате естественных подводных процессов. На съемке, датированной 1985 годом, практически ничего невозможно ни увидеть, ни разглядеть. Новые 4К-технологии позволят изучать обломки с использованием интерактивной дополненной реальности и технологии виртуальной реальности. Историк «Титаника» Парк Стивенсон сказал, что нынешнее состояние корабля шокирует. Дыра на палубе увеличивается, унося с собой апартаменты первого класса, и ухудшение будет только продолжаться. Все помнят ванну в каюте капитана, любимый образ среди поклонников «Титаника». Теперь ее нет. Исполнительный директор-исследователь Виктор Вескова, который также принимал участие в погружениях, говорит, что он не совсем готов к оценке того, насколько велики разрушения. На этой фотографии 2019 года отчетливо видны губительные последствия коррозии и действия подводных микроорганизмов. По мнению ученого Лори Джонсона, разрушение «Титаника» является естественным процессом. Бактерии действуют как своего рода сообщество, которое не успокоится, пока не съест обломки полностью. Всего за время подводной экспедиции к месту гибели «Титаника» в августе 2019 года, длившейся 8 дней, было совершено 5 погружений с использованием управляемого подводного аппарата. Ученые считают, что к 2030 году все обломки могут исчезнуть из-за того, что их разъедают бактерии. 21. Вот как сегодня выглядит один из винтов «Титаника», лежащий на дне океана. Он тоже скоро будет утерян навсегда. 22. Не существует фотографии легендарной парадной лестницы «Титаника». Если вы видели какие-либо старые фотографии, на которых якобы изображена парадная лестница «Титаника», скорее всего это с РМС «Олимпик», корабля того же типа. 23. Вот как выглядела парадная лестница «Титаника» в 2001 году. Это скриншот из документального фильма Джеймса Кэмерона «Призраки бездны». «Титаник». 24. В настоящее время в Китае строится копия «Титаника» в натуральную величину. После завершения она будет служить тематическим парком. 25. Первое упоминание о предстоящей трагедии было сделано в конце XIX века в романе Моргана Робертсона «Тщетность». Океанский лайнер «Титан» затонул от столкновения с айсбергом, который повредил правый борт корабля. Самонадеянность или неосведомленность почти 1,5 века не дает прервать цепь убийственных совпадений. Повесть американского писателя Моргана Робертсона «Тщетность» была опубликована в 1898 году, за 14 лет до отплытия «Титаника». Сюжет был сосредоточен вокруг гибели вымышленного корабля под названием «Титан». Совпадение? Согласно Time, между потоплением вымышленного корабля в повести Робертсона и реальным «Титаником» есть жуткое сходство. Во-первых, названия кораблей отличаются всего 2 буквами, сравните сами, «Титан» и «Титаник». Судна были почти одинакового размера, и оба пошли ко дну в апреле из-за айсберга. Оба корабля называли непотопляемыми, и у обоих было недостаточно шлюпок, чтобы спасти всех пассажиров. Автора обвинили в том, что он экстрасенс. Однако Робертсон объяснил, что сверхъестественное сходство – результат его обширных познаний. «Я знаю, о чем пишу, вот и все». 26. Еще факт о совпадениях. Супруга Стоктона Раша Венди, праправнучка пассажиров «Титаника» Исидора и Иды Штраус, Ида предпочла остаться с мужем, так и не сев в спасательную шлюпку. Совладелец универмагов Мейсис Исидор Штраус был на «Титанике» вместе с женой.
Они отказались от разлуки и погибли вместе на корабле. Помните ту душераздирающую сцену, когда пожилая пара лежит в обнимку в каюте, пока корабль тонет? Это не выдумка режиссера. Жена Исидора Ида отказалась садиться в спасательную шлюпку и осталась с мужем до конца. 27. Актриса Дороти Гибсон, одна из пассажиров «Титаника», которым удалось выжить, снялась в фильме «Спасшиеся с Титаника», выпущенном всего через месяц после крушения. Американская актриса немого кино Дороти Гибсон была одной из 700 человек, которые пережили трагедию. По прибытии в Нью-Йорк невредимой, она сразу же приступила к съемкам первого фильма, в котором были показаны события апрельской ночи. Он был выпущен уже в мае 1912 года, всего через месяц после крушения. Примечательно, что в кадре Гибсон была в той же одежде и обуви, что и в ночь трагедии. Несмотря на коммерческий успех картины, сейчас это всего лишь воспоминание, ее единственная копия была уничтожена пожаром. 28. Другой выживший, Лоуренс Безли, попытался сорвать съемки фильма 1958 года «Гибель Титаника», потому что хотел символически пойти на дно вместе с кораблем. По данным IMDb, Безли присутствовал на съемках фильма, который считается самым точным из всех кинолент о «Титанике». Говорят, он попытался ворваться в кадр с крушением судна, чтобы символически пойти на дно вместе с ним. По легенде, режиссер Рой Уорд Бейкер отказался от этой затеи, потому что подобный жест ставил под угрозу весь съемочный процесс. Безли был выжившим пассажиром второго класса позже, он написал мемуары о событиях страшной ночи. 29. 700 пассажирам третьего класса приходилось делить 2 ванны на всех. Несмотря на то, что, по общему мнению, условия для пассажиров третьего класса на «Титанике» были намного лучше, чем на среднестатистическом судне, они все еще были довольно жесткими. Общее количество пассажиров третьего класса колеблется от 700 до 1000, и всем им приходилось делить только 2 ванны, так сообщает ABC News. 30. Одного из музыкантов «Титаника» официально не объявляли погибшим до 2000 года. Роджер Брику работал на «Титанике» виолончелистом. На момент трагедии ему был всего 21 год. Но официально Брика не объявляли погибшим вплоть до 2000 года, хотя все музыканты умерли 15 апреля 1912 года. Французская армия даже назвала его дезертиром, когда он не явился на службу в Первую мировую войну. 31. Наблюдателям корабля приходилось полагаться только на свое зрение. По каким-то причинам бинокль лежал в шкафу, от которого никто не мог найти ключ. Наблюдатели корабля, Фредерик Флит и Реджинальд Ли, не имели доступа к биноклям во время плавания, и поэтому не могли видеть достаточно далеко. Дело в том, что второго наблюдателя заменили в последнюю минуту, и он забыл передать ключ от шкафчика, в котором хранилось устройство для наблюдения. Ключ появился на аукционе в 2010 году, где был продан больше, чем за $130 тысяч. 32. Вполне вероятно, что команда вовремя не заметила айсберг, потому что у них не было бинокля. Согласно официальным результатам расследования 1912 года, между временем, когда айсберг был замечен, звонком вниз и принятием решения о смене курса прошло всего 37 секунд. 33. «Титаник» с самого начала был окружен трагедиями. Во время его строительства погибли 8 человек, но известно лишь 5 из них – Сэмюэл Скотт, Джон Келли, Уильям Кларк, Джеймс Добин и Роберт Мёрфи. Мемориальная доска в память о них была открыта в Белфасте в 2012 году. При строительстве «Титаника» также произошли 28 серьезных несчастных случаев и 218 незначительных несчастных случаев, сообщила компания Harland & Wolff. 34. Самым богатым человеком на борту был Джон Джейкоб Астер IV, который на момент своей смерти, как многие считали, был самым богатым человеком в мире. Астер был не только самым богатым человеком на «Титанике», но и считался самым богатым человеком в мире. Его состояние оценивалось в $150 миллионов,
или в 3,5 миллиардов долларов по сегодняшнему курсу. Астер возвращался домой после длительного медового месяца со своей новой женой, 18-летней Мадлен Талмейдж-Форс, которая была на 28 лет моложе его. Продолжительный медовый месяц на самом деле был способом избежать сплетен. После развода Астера прошло лишь 2 года, что по тем временам было неслыханно. Тело Астера было одним из немногих найденных в Атлантическом океане после крушения. Среди прочих вещей в его кармане обнаружили $2440, на сегодня примерно $60 тысяч. 35. Многие газеты, в том числе Daily Mail, Belfast Telegraph и The World, ошибочно сообщили, что крушение не привело к гибели людей. В гонке за заголовком о катастрофе многочисленные газеты давали семьям и близким ложную надежду. The World не сообщил о погибших, в Daily Mail заявили, что никто не погиб, а в Belfast Telegraph, что для жизни пассажиров нет никакой опасности. Благодаря разнице во времени заголовки американских газет были более точными. Например, газета New York Times опубликовала заголовок «Титаник затонул через 4 часа после столкновения с айсбергом». 866 пассажиров спасены Карпатией, 1250, вероятно, погибли. 36. Женщина, пережившая гибель «Титаника», позже пережила гибель другого корабля «Британика». В зависимости от того, как посмотреть на ситуацию, стюардесса и медсестра Вайолет Джессоп самая удачливая или самая неудачливая женщина на свете. Она пережила крушение и «Титаника», и «Британика». Джессоп было всего 25, когда она пережила гибель «Титаника». По приказу она села в спасательную шлюпку, чтобы показать остальным женщинам, что там безопасно. Позже Джессоп начала работать на «Британике», который СМИ окрестили «Титаником-2», пока тот не наткнулся на мину, заложенную немецкой подводной лодкой в 1916 году. Корабль тоже пошел ко дну, а Джессоп снова удалось спасти на этот раз с серьезной травмой головы, которая повлияла на всю ее оставшуюся жизнь. 37. Ходят слухи, что несколько мужчин переоделись женщинами, чтобы занять место на спасательной шлюпке. По слухам, многие считают, что спасательные шлюпки на «Титанике» предназначались только для женщин и детей, а для одной супружеской пары эти слухи стали причиной развода. Диккенсон и Хелен Бишоп развелись в 1916 году, через 4 года после крушения «Титаника». Хелен утверждала, что это произошло из-за пристрастия мужа к алкоголю и его жестокого обращения. Но их отношения были омрачены слухами о том, что Диккенсон переоделся женщиной, чтобы сбежать с корабля. В своих официальных показаниях во время расследования Сената США по поводу крушения корабля Диккенсон утверждал, что от экипажа не поступало официального приказа, который разрешал бы садиться в спасательные шлюпки исключительно женщинам и детям. Бишоп не единственный мужчина, которого обвиняли в маскировке под женщину. Джозефа Брюса Смея, Уильяма Картера и Уильяма Слопера подобные слухи преследовали на протяжении всей оставшейся жизни. 38. Все инженеры на борту «Титаника» погибли, они поддерживали работу лайнера до самого конца. Огни «Титаника» погасли только тогда, когда он затонул. Все благодаря неустанным усилиям инженеров, которые остались внизу, чтобы поддерживать работу насосов и электричества. Они также следили за радио, которое подавало сигналы бедствия до тех пор, пока судно не затонуло. Ни один из 25 инженеров не выжил. 39. Ни один город не пострадал от гибели «Титаника» сильнее, чем Саутгемптон, откуда отправился корабль. По данным Daily Echo, только в одной школе Нортема, район в Саутгемптоне, 120 из 240 учеников потеряли отцов. Большая часть экипажа была из города, выжили лишь 213 человек. 686 погибли. Согласно изданию, одна женщина, которая только родила близнецов и узнала о смерти мужа, скончалась от шока. 40. Братьев Навратиль называли сиротами «Титаника». Они были единственными детьми с корабля, которых спасли без родителей или опекунов. Мишель слева и Эдмон справа, братья Навратиль.
Эдмонду и Мишелю было всего по 2 и 4 года, соответственно, когда «Титаник» пошел ко дну. Они находились на судне вместе со своим отцом, Мишелем-старшим, который тайком решил отвезти их в Америку в надежде, что отчужденная жена последует за ним, и они смогут начать новую жизнь. Отец посадил детей в спасательную шлюпку, и больше его никто не видел. Братья не говорили по-английски, поэтому их взяла к себе франкоговорящая пассажирка Маргарет Хейс, пока власти устанавливали местонахождение их матери. Она нашла их через месяц после катастрофы. Лица детей были опубликованы в газетах по всему миру. 41. Одна из самых любимых цитат из фильма 1997 года основана на реальных событиях. В фильме Бенджамин Гугенхайм отказывается от спасательного жилета и заявляет: «Мы одеты в соответствии с нашим положением и готовы погибнуть как джентльмены». Хотя фраза кажется слишком пафосной и кинематографичной, чтобы быть правдой, согласно многочисленным сообщениям, настоящий Бенджамин Гугенхайм на самом деле был готов погибнуть, как истинный джентльмен. В статье New York Times, опубликованной в апреле 1912 года, сообщалось, что он попросил управляющего сказать его жене в Нью-Йорке: «Я сделал все, что мог, выполняя свой долг». Он ушел на дно вместе с кораблем. 42. Согласно Titanic Love Stories, как минимум 13 пар отмечали на «Титанике» медовый месяц. 43. Калифорниан — судно, которое находилось в непосредственной близости от «Титаника» в момент его гибели, но оно не пришло ему на помощь, пока не стало слишком поздно. Вокруг причин отсутствия помощи от Калифорниана ходило много слухов. Один из них — радио корабля якобы было отключено, и когда капитана разбудили ракеты «Титаника», он подумал, что это просто фейерверки. К тому времени, когда до Калифорниана наконец дошли сообщения СОС, было уже слишком поздно. Впрочем, и Калифорниану отводилось недолго, он затонул в ноябре 1915 года от удара торпеды немецкой подводной лодки. 44. Только одна женщина утонула вместе с кораблем и выжила. Ее звали Рада Мэри Эббот. Эббот была на палубе до самого конца, с 2 своими сыновьями, и все 3 пошли под воду вместе с кораблем. К сожалению, мальчиков унесло волнами, а Эббот затащили в спасательную шлюпку. 45. Один из коков на корабле, Чарльз Джоуин, продержался в ледяной воде намного дольше других из-за большого количества выпитого виски. Джоуин показан в «Титанике» мельком, но эффектно. Он опрокидывает флягу перед тем, как погрузиться в воду. Подобное имело место и в жизни. Согласно сообщениям, когда корабль начал тонуть, Джоуин залил в себя 2 бутылки виски. Позже он рассказал, что продержался в холодной Северной Атлантике не менее 2 часов. Большинство людей умерло от переохлаждения в течение 15 минут. 46. Последний ужин на «Титанике» для пассажиров первого класса состоял из 10 блюд. По данным НПР, в меню входили устрицы, филе миньон, лосось пашот, леонез, фуагра, жареный голубь, баранина с мятным соусом и римский пунш, охлажденный напиток из апельсинов и шампанского. И это только для первого класса. Повара также готовили еду для пассажиров второго и третьего классов, а еще для членов экипажа. 47. Производство фильма обошлось дороже, чем строительство «Титаника», который был самым большим и роскошным судном того времени, даже с поправкой на инфляцию. В 1912 году «Титаник» оценивался примерно в $7,5 миллиона, что, согласно калькулятору инфляции Министерства труда США, сегодня составило бы около $190 миллионов. Для сравнения, на производство блокбастера Кэмерона ушло 200 миллионов. 48. Несмотря на то, что «Титаник» считался самым большим кораблем в мире, на поиск его обломков ушло 73 года. Носовая часть «Титаника» была обнаружена в 1985 году якобы во время секретной миссии ВМФ времен Холодной войны. 49. Находки подтвердили догадки о том, что корабль был фактически разбит надвое.
По меньшей мере 15 свидетелей поклялись под присягой, что они видели, как «Титаник» раскололся на две части, прежде чем полностью уйти под воду. Но их заявления проигнорировали. Согласно официальному докладу США, судно затонуло. Вопрос о том, как затонул «Титаник», обсуждался 73 года, пока его наконец не нашли на дне океана. 50. Во время одной из экспедиций внутри туалета пассажира нашли шляпу-котелок именно там, где он ее оставил. Однажды режиссер и сценарист «Титаника» Джеймс Кэмерон рассказал National Geographic, что он был в экспедиции. По его словам, в каюте Генри Харпера на палубе «Ди» обнаружили его шляпу-котелок. 51. Многие считали, что «Титаник» непотопляем, но были и исключения. Пассажир Чарльз Мелвилл Хейс предсказал ужасающую катастрофу. Он тоже погиб. Хейс был президентом компаний Grand Trunk и Grand Trunk Pacific Railway Company, поэтому хорошо разбирался в технологических достижениях в области транспорта. По словам выжившего полковника Арчибальда Грейси, однажды Хейс задумался, разумно ли продолжать строительство более крупных и быстрых кораблей. По словам Грейси, однажды Хейс сказал: «White Star, Cunard и Hamburg American Lines тратят все свое внимание и изобретательность на соревнования за роскошность и скорость их кораблей. Придет время, когда эту гонку остановит ужасная катастрофа». И он был прав. В результате трагедии погибли более 1500 человек. 52. Во время катастрофы погибли всего 4 женщины из первого класса. Конечно, это очень трагично, но в ходе крушения погибли 89 женщин и 387 мужчин из третьего класса. 53. Одной из этих 4 женщин была Энн Элизабет Ишем, которая погибла, потому что отказалась бросить свою собаку. Ишем выпрыгнула из спасательной шлюпки, когда поняла, что не может взять с собой своего датчанина. Ходили слухи, что позже в воде обнаружили женщину, которая обнимала свою собаку. Была это Ишем или нет, никто так и не знает. 54. Из более чем 1500 погибших пассажиров нашли лишь 300. Одного ребенка прозвали неизвестным, его личность установили лишь 100 лет спустя. Монеты, игрушки и цветы украшают надгробие Сидни Лесли Гудвина, 19-месячного английского мальчика, погибшего во время крушения «Титаника». Тело ребенка достали из воды через 5 дней после крушения «Титаника». Спасателей настолько поразила находка, что они похоронили мальчика в могиле в Новой Шотландии. Тело трижды ошибочно опознавали, прежде чем узнать в нем Сидни Гудвина. Это произошло, когда его обувь передали музею для анализа ДНК. Могила Гудвина, отмеченная надгробием с надписью «Неизвестный ребенок», осталась нетронутой. Его родственники заявили, надгробие неизвестного ребенка – символ всех детей, погибших на «Титанике», поэтому мы оставили ее в таком виде. 55. Последняя выжившая пассажирка скончалась в 2009 году, на момент крушения ей было всего 2 месяца. Милвини Дин было всего 2 месяца, когда ее спустили в спасательную шлюпку. Она была последней выжившей пассажиркой и скончалась в 2009 году в возрасте 97 лет. 56. Одной из самых известных выживших была непотопляемая Молли Браун. Позже она баллотировалась в Сенат США. После гибели «Титаника» Браун стала полноценной активисткой. Она активно поддерживала движение за избирательное право, работала с Красным Крестом во время Первой мировой войны и даже баллотировалась в Сенат, хотя и не победила. 57. Из 700 выживших лишь один был японцем. Когда он вернулся домой, его высмеивали и гнобили за то, что он не пошел ко дну вместе с кораблем. Масабуми Хасона, второй слева, и его письмо о крушении корабля. Масабуми Хасона первоначально был назван американскими СМИ японским счастливчиком, а вскоре трусом за то, что сел в спасательную шлюпку, которая в первую очередь предназначалась для женщин и детей. В его родной стране его назвали бесчестным и обвинили в том, что он переоделся женщиной, чтобы получить доступ к лодке. Доказательств этому нет. После выхода «Титаника» в
В 1997 году семья Хасона опубликовала письмо, которое тот написал своей жене. Оно описывало затопление корабля. В нем он писал, что уже был готов умереть, но член экипажа сказал, что в лодку нужны еще 2 человека, и Хасон запрыгнул внутрь с другим пассажиром. 58. Учение по посадке в шлюпки, которое должно было состояться в день затопления, было отменено капитаном корабля. Согласно показаниям выжившего, провести воскресенье без учения по посадке в спасательные шлюпки было в новинку. 14 апреля 1912 года было последним воскресеньем в жизни «Титаника». Технически, он затонул 15 апреля в 2 часа ночи. Почему в тот день не было учений, все еще непонятно. 59. Ангар, в котором строили «Титаник», сейчас является съемочной площадкой. Например, именно там снимали «Игру престолов». В состав «Титаник Studios» входит Paint Hall, где велось строительство «Титаника». Впервые он был использован в 2007 году для съемок города Эмбера и с тех пор был частью множества телешоу и фильмов, в том числе «Игры престолов». 60. Профиль корабля с 4 дымовыми трубами делает его одним из самых узнаваемых кораблей в истории. Но 4-я труба была лишь украшением. Из 4-й трубы дым не выходит. У «Титаника» было 4 дымовых трубы, но лишь 3 из них действительно работали. 4-я предназначалась для вентиляции и эстетических целей. 61. Несколько счастливчиков, таких как Милтон Херши, Джон Морган и Гульельмо Маркони, купили билеты, но так и не сели на корабль. Милтон Херши основал Hershey's. Через несколько дней после того, как корабль затонул, газеты начали составлять списки людей, которые купили билеты, но так и не попали на борт. Их назвали клубом тех, кого пронесло, Just Missed It Club. Среди тех, кто чудом избежал катастрофы, были Милтон Херши и изобретатель Гульельмо Маркони, которые решили вернуться домой более ранним рейсом, а также Джон Морган, основатель General Electric и US Steel, который задержался во французском спа-салоне. 62. На судне было 15 тысяч бутылок пива, 1000 бутылок вина, 850 бутылок ликера и 8 тысяч сигар. В дополнение к этому набору на борту находилось 34 тысячи килограмм свежего мяса, 3400 килограмм бекона, 36 тысяч апельсинов, 1000 буханок хлеба и 40 тысяч свежих яиц. 63. «Титаник» Джеймса Кэмерона не единственный фильм о корабле. Однажды был снят нацистский пропагандистский фильм, который показывал события с точки зрения Германии. На фотоафише фильма немецкой версии «Титаника» нацистский пересказ обвинял в катастрофе британцев, якобы те не сбавили скорость судна, несмотря на предупреждение немецкого офицера, к слову выдуманного персонажа, который был единственным, кто заботился о жизни пассажиров. Уже вокруг съемок фильма разразился невероятный скандал. Режиссер потребовал полноразмерный океанский лайнер, на котором он мог бы снимать, а нацисты предоставили Кап-Аркону свою версию роскошного океанского лайнера. В итоге Кап-Аркона использовался как плавучий концлагерь. Он затонул, в результате чего пострадали 2750 человек. 64. Капитан Эдвард Смит действительно погиб вместе с кораблем, хотя неясно, какими были его последние минуты жизни. Помощник Хью Уолтер Макэлрой и капитан Эдвард Дж. Смит на борту «Титаника» во время рейса из Саутгемптона в Квинстаун, Англия, 1 апреля 1912 года. Смит, который готовился уйти в отставку после своего последнего рейса на «Титанике», работал капитаном 40 лет. К сожалению, ему так и не удалось выйти на пенсию, он умер на борту корабля. Как отмечают в History, никто не знает наверняка, что случилось со Смитом, о его смерти ходят лишь слухи. Существует как минимум 5 версий смерти капитана Смита, от героической до позорной, написал Вин Крейгуэйт в «Титанике», «Конец мечты». Некоторые говорили, что он спрыгнул с корабля с младенцем, нырнул сам, был смыт волной или даже застрелился, хотя эта теория широко опровергается историками. Что еще более странно, есть люди,
которые утверждали, что он выжил и что они его видели. Но эти наблюдения не принимались во внимание. 65. В результате крушения «Титаника» погибло более половины его пассажиров. «Титаник» перевозил 2224 пассажира, когда роковой ночью он столкнулся с айсбергом и затонул. Катастрофа унесла жизни более 1500 человек, это примерно 67% от общей численности пассажиров корабля. 66. Только одному ребенку из первого класса лайнера не удалось спастись. Ее звали Лоррейн Эллисон, и ей было всего 2 года, когда она утонула. Тело девочки так и не было найдено. Но в 1940 году женщина по имени Хелен Крамер объявила себя давно потерянной Лоррейн. Она поддерживала свою легенду вплоть до самой смерти в 1992 году, но анализ ДНК в итоге показал, что она лгала. 67. В воде было так много трупов, что первый корабль доставил на сушу лишь 190 из них. Британскому судну Маки Беннет удалось доставить в Галифакс лишь немногих, потому что на корабле быстро закончился раствор для бальзамирования. Всего в период с 21 по 26 апреля 1912 года английский экипаж обнаружил 306 тел, 116 из которых похоронили в море, а остальные перевезли в Новую Шотландию. 68. В 1986 году был предложен план, который предполагал поднятие «Титаника» из океана путем наполнения его 180 тысячами тоннами вазелина. Чего только не придумывали, чтобы попытаться поднять на сушу останки лайнера. И еще один оригинальный вариант заключался в заморозке затонувших частей азотом, чтобы они всплыли на поверхность, как кубик льда. 69. На борту «Титаника» было меньше спасательных шлюпок, чем требовалось из-за устаревшей техники безопасности. Во время строительства «Титаника» количество спасательных шлюпок на случай чрезвычайных ситуаций рассчитывалось Британским советом по торговле на основании веса корабля, а не количества пассажиров. Из-за таких расчетов на «Титанике» было всего 16 шлюпок вместо необходимых 32. 70. В экспедиции на подводной лодке в 1985 году исследователи обнаружили на «Титанике» несколько пар идеально сохранившихся ботинок. Тела погибших разложились в морской воде, а скелеты декальцинировались. Остались только туфли. 71. Не всем шлюпкам удалось спастись. Примерно через месяц после катастрофы, почти в 500 километрах от места крушения, экипаж лайнера «Океаник» обнаружил шлюпку с трупами 3 человек, которым так и не удалось спастись. Благодаря уцелевшей одежде удалось выяснить, что погибшими были 2 члена экипажа «Титаника» и пассажир первого класса. 72. Священник отказался садиться в спасательную шлюпку. Он плыл на «Титанике», чтобы провести церемонию венчания брата в Нью-Йорке. Во время крушения священник отказался покинуть борт, чтобы принимать исповеди пассажиров, молиться и помогать другим садиться в спасательные шлюпки. Его тело так и не было опознано. Хочу отметить, что его звали Иозас Монтвилла, и он родился 3 января 1885 года в Сувалкской губернии Варшавского генерал-губернаторства Российской империи. 73. В 2017 году выяснилось, что не только айсберг потопил «Титаник», но и пожар, который повредил корабль. И хотя события той ночи воссозданы практически до мелочей, до сих пор продолжают появляться новые версии и теории крушения. По словам некоторых исследователей, судно горело почти за 3 недели до столкновения, но сотрудникам на борту было приказано не упоминать о повреждении при пассажирах. А после трагедии компания White Star Line, которая построила корабль, якобы быстро замяла историю с пожаром. Согласно документальному фильму «Титаник», новые доказательства, авария могла быть вызвана пожаром, вспыхнувшим на борту корабля незадолго до того, как оно покинуло порт. Журналист Синан Малони утверждает, что непрерывный огонь в корпусе корабля мог вызвать разрушение металла. До отплытия корабля пожар бушевал в течение 3 недель.
74. В интернете есть трехчасовое видео крушения «Титаника» в реальном времени в виде анимации. 75. Каюта первого класса на борту «Титаника» стоила $4350 или 875 фунтов стерлингов, в отличие от средней стоимости койки первого класса, которая на корабле составляла $150 или 30 фунтов стерлингов. 76. Возможно, вовремя обнаружить айсберг помешала оптическая иллюзия. Историк Тим Малтин утверждает, что суперрефракция, вероятно, была вызвана атмосферными условиями в ночь, когда корабль затонул, что могло скрыть айсберг. Это может помочь объяснить, почему айсберг не был обнаружен до тех пор, пока корабль не оказался слишком близко к нему, чтобы избежать столкновения. 77. Первая спасательная шлюпка была спущена на воду через час после столкновения с айсбергом. Могло бы показаться логичным, чтобы корабль немедленно спустил спасательные шлюпки при пробоине корпуса. Однако «Титанику» потребовался целый час, прежде чем он спустил на воду свою первую спасательную шлюпку. 78. За финальное меню обеда с «Титаника» были заплачены десятки тысяч долларов. Окончательное обеденное меню первого класса с «Титаника» было приобретено частным коллекционером за $88 тысяч 30 сентября 2015 года на онлайн-аукционе. Коллекционер переплатил $18 тысяч по сравнению с первоначальной максимальной ценой. 79. «Титаник» тонул 2 часа и 40 минут. Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала заголовок, в котором говорилось, что «Титаник» затонул через 4 часа после столкновения с айсбергом в своем первоначальном отчете о трагедии. Тот факт, что корабль затонул быстрее, широкой публике не был известен. Сейчас вы можете видеть схематичное видео крушения «Титаника» с указанием времени событий. — 80. «Титаник» затонул очень быстро. Корабль раскололся надвое, носовая часть опустилась на дно океана со скоростью 56 км в час, а корма со скоростью 80 км в час. 81. Айсберг, столкнувшийся с кораблем, мог возвышаться над водой на 30,4 метра. Подсчитано, что айсберг, в который врезался «Титаник», находился на высоте от 15,2 метра до 30,4 метра над водой. Считается, что общая длина айсберга составляла от 60,9 метра до 121,9 метра. 82. На постройку корабля ушло более 3 лет. Начиная с 1909 года и в течение 3 лет, «Титаник» компании White Star Line строился на верфи Harland Wolff в Белфасте, Ирландия. 83. Когда корабль затонул, температура морской воды была ниже нуля. Температура воды была всего -2 градуса по Цельсию, согласно измерениям, сделанным капитаном Стэнли Лордом с корабля «Калифорниен», который находился поблизости, когда затонул «Титаник». 84. Выжило менее трети всех людей, находившихся на борту корабля. Только 705 пассажиров и членов экипажа вернулись домой. 85. Пассажиры первого класса имели доступ к бассейну с подогревом. Путешественники первого класса получали изысканный сервис и многочисленные предметы роскоши, поскольку могли себе это позволить. Первоклассные льготы для богатых включали чтение в библиотеке, игру в теннис на корте для игры в сквош, обеды в высококлассных парижских кафе и отдых в чайных садах. 86. Сообщается, что гимн Nearer My God to Thee, «Ближе, Господь, к тебе», было последней песней, которую исполнил оркестр, по словам как британских, так и американских пассажиров, но это невозможно проверить. Гимн исполнялся на разные мелодии в 2 странах, что усилило неопределенность. 87. «Титаник» находится под водой на глубине 3800 метров. Почти на 4 километра ниже поверхности океана
Примерно в 600 километрах от канадской провинции Ньюфаундленд находятся останки «Титаника». Корабль разделился на две части, и на морском дне образовалась щель длиной 600 метров, разделяющая нос и корму. 88. Корпус лодки получил 91-метровую пробоину от удара об айсберг. Капитан «Титаника» Эдвард Смит подумал, что корабль только что скользнул по вершине айсберга, но когда команда осмотрела место столкновения, они обнаружили, что 5 отсеков уже начали заполняться водой, а носовая часть погружаться. 89. Всего было 840 кают, 416 кают первого класса, 162 второго класса и 262 третьего класса. 90. Корабль был чуть меньше 274 метров в длину. «Титаник» был самым большим кораблем того времени, его длина составляла 270 метров. «Симфония морей» от Royal Caribbean, длина которой составляет около 365 метров, в настоящее время является крупнейшим круизным лайнером. 91. Для транспортировки основного якоря потребовалось 20 лошадей. Вес главного якоря корабля составлял более 30 тысяч фунтов или 16 тонн. В 1911 году потребовалось 20 лошадей, чтобы перетащить якорь на 2 мили от места заброса в Нитертоне, Англия, до железнодорожной станции Дадли, Англия. 92. О «Титанике» снято много документальных и художественных фильмов. Наиболее заметными из них являются «Титаник» Жана Нигулиска, 1953 год, «Гибель Титаника» Роя Бейкера, 1958 год, и «Титаник» Джеймса Кэмерона, 1997 год. 93. 6 предупреждений об айсберге перед столкновением. Капитан Эдвард Смит, по-видимому, так и не получил самое важное предупреждение об айсберге из-за отсутствия префикса MSG. Капитан должен был лично подтвердить получение сообщения под этим обозначением. Старший радист отклонил сообщение как неважное, поскольку в нем отсутствовал префикс MSG. 94. С места крушения было извлечено 6000 артефактов. Многие люди интересуются артефактами эпохи «Титаника». Скрипка, проданная на аукционе в Великобритании в 2013 году за $1,7 миллиона, была одним из 6000 обнаруженных артефактов. В 2011 году был продан проект корабля «Титаник» за $336 тысяч. 95. Впервые айсберг заметили в 23:30 14 апреля. Айсберг обнаружил дозорный, который поспешно забил в набат. Чтобы избежать столкновения с ним, корабль быстро развернулся под большим углом, но было уже слишком поздно. Первая спасательная шлюпка могла вместить 65 человек, но только 28 человек смогли подняться на борт. Между обнаружением айсберга и катастрофой прошло меньше минуты. Утверждается, что «Титаник» столкнулся с айсбергом всего через 37 секунд после того, как айсберг был впервые замечен. 96. 40 тысяч человек встретили пароход «Карпатия», когда он прибыл в Нью-Йорк с более чем 700 выживших. 97. Около 100 тысяч человек присутствовали на спуске корабля на воду. 31 мая 1911 года в Белфасте огромный лайнер White Star впервые сошел на воду. Спуск продолжительностью чуть более минуты посмотрели около 100 тысяч человек, или почти треть населения Белфаста. 98. Корабль сжигал около 825 тонн угля в день. «Титаник» был далеко не легким судном и весил почти 46 тысяч тонн. Это массивное судно обогревало 29 котлов, потребляя примерно 825 тонн угля в день в 159 топках. Максимальная скорость «Титаника» составляла 23 узла. Скорость 23 узла примерно равна 41,8 км в час. Типичный круизный лайнер сегодня движется со скоростью 20 узлов или 37 км в час. Самое большое в мире круизное судно «Симфония морей» от Royal Caribbean
развивает максимальную скорость 25 узлов или около 46,6 км в час. 99. В 2012 году подводные роботы сделали более 100 тысяч снимков кораблекрушения, более 100 тысяч изображений сотен объектов, которые, вероятно, были частью корабля, были получены экспедицией, которая отправила подводных роботов к обломкам и использовала гидролокатор для изучения объектов. Поле обломков размером 5 на 8 километров может быть нанесено на карту. 100. Royal Mail Steamer, РМС-пароход Королевской почты. «Титаник» было официальным названием корабля. С середины XIX века люди использовали аббревиатуру РМС для пароходов Royal Mail. Это служило знаком отличия, потому что почта должна была доставляться вовремя, а корабли штрафовали за опоздание. Название было присвоено примерно 200 кораблям, в том числе «Титанику». Спустя 110 лет после своей гибели лайнер «Титаник» нанес удар по нашим современникам. Во время погружения к его сакральным обломкам погиб туристический батискаф, непонятно почему названный «Титаном». По мнению опытных моряков, нельзя морским судам и аппаратам давать имена, связанные с бедой. 5 погибших в середине июня 2023 года на батискафе «Титан». Генеральный директор Ocean Gate Стоктон Раш участвовал в разработке противоспутниковых ракетных программ. Пилот аппарата Поль-Анри Наржоле возглавлял подводное подразделение ВМС Франции, эксперт по «Титанику», знаменитый исследователь Мирового океана. Британский миллиардер Хэмиш Хардинг, на его счету самое быстрое кругосветное путешествие через оба полюса Земли, преодоление наибольшей дистанции в самой глубокой части океана, Марианской впадине. Экспедиции на Южный полюс, полет в космос. Также на борту погибли 2 туриста, представители богатейшей семьи Пакистана Шахзада Давуд и его сын Сулейман, ему было 19 лет. К слову о парке развлечений и экспедициях, предпринимаемых в последнее время на волне интереса к морской трагедии начала 20 века. Агентство РИА Новости приводит мнение писателя-мариниста, капитана 1-го ранга Владимира Шигина. Начало цитаты. «По всем законам это братская могила. Там погибли многие. И превращать это в шоу, рыться там, брать какие-то сувениры, запрещено международными соглашениями». Конец цитаты. На этом я бы хотел закончить это видео со 100 интересными фактами о крушении «Титаника». Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Только половина пассажиров «Титаника» была бы спасена, если бы была использована вся вместимость спасательных шлюпок. Вот такими у нас получились 100 интересных фактов о крушении «Титаника». Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике. Знали ли вы бонусный факт? Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал «Книги, истории, факты», нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом.